Всем здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию мастер-класс на каркасного дракона. Дракон, вязаный крючком, ручная работа. У этого дракона каркасные крылья, то есть можно придавать любую форму. Хорошо держит. Также хвост каркасный. Можно придавать любую форму, как вам больше нравится. Очень интересная игрушка получилась. Устойчивый. Очень приятный на ощупь. Можно использовать для интерьера, как интерьерную игрушечку. И так как все детали очень хорошо пришиты, этой игрушечкой могут играться даже самые маленькие. Итак, для создания такой игрушки нам потребуется пряжа и инструменты. Пряжу я использую Yarnart Etamin. Это 100% акрил в 180 метрах 30 грамм. Вы можете использовать любую аналогичную пряжу или вообще любую, только крючок подобрать. Единственный момент, учитывайте тогда длину каркасной конструкции вот этой проволоки хвоста и крыльев, потому что вот длина может тогда отличаться. А так, в принципе, с какой пряжи вы будете вязать, это не столь важно. Ну, я вяжу с вот этой. Расход пряжи. Вот белый это основной цвет, поэтому его нужно будет где-то 1,5 моточка. Всех остальных по чуть-чуть, буквально там по несколько метров. Итак, белый цвет это у нас 421, синий 429, яркий такой фиолетовый 431, светленький фиолетовый 430. И буквально совсем по чуть-чуть это для вязания глаза. Желтый 439 цвет. И зеленый темный 443 цвет. То есть можно использовать в принципе любые цвета, какие вам нравятся, какие вы хотите. Вот здесь, например, этого дракона я вязала с такой бирюзовый, был у него глазик, поэтому что больше вам нравится. Также для оформления зрачка потребуется тоже совсем чуть-чуть вот черного и белого цвета. Я использую ирис, Yarnart ирис. Можно использовать мулине или любые другие нитки, какие у вас есть.
Итак, ирис. Далее потребуется холофайбер для наполнения игрушечки. Также, так как у нас игрушка каркасная, потребуется проволока. Я использую в диаметре 1,4 мм для хвоста и 0,9 мм для крыльев. Вы можете использовать любую, какая у вас есть. Просто если она тоненькая, ее нужно будет скрутить между собой, чтобы уплотнить. Вот. Также использую для обмотки пластырь, обычный медицинский. Можно проволоку использовать сразу, которая в оплетке идет. Тоже хорошо. Ну, у меня такая. Далее вяжу я крючком номер 1. Можно использовать также 0,9. Будет совсем чуть-чуть меньше дракон по размеру. Но зависит, конечно, все равно от плотности вязания вашего. Я использую крючок единичку. Также потребуется спица, вернее, одна. Она для того, чтобы, когда мы свяжем вот эту деталь, основу, нам сюда нужно будет вставлять каркас. И вот для того, чтобы каркас этот сюда мы протянули хорошо, нужно сначала спицей расширить вот эту деталь, ну и проверить, чтобы не было зацепочек. Поэтому я использую троечку, буквально одна спица нужна только для этого. И опять же для этого нужна еще будет вот такая вот игла, потому что деталь тоненькая, и сюда, чтобы продеть каркас, мы его будем с помощью иглы протягивать. Вот. Ну и также нужны будут булавочки для разметки и обычная игла, ну и ножнички. Еще сантиметровая лента может понадобиться или линейка. Ну, в принципе, по материалам это все. Я желаю вам успехов, желаю вдохновения и желаю хорошего вязания. Надеюсь, мастер-класс будет вам полезен, понравится. До встречи в следующих видео.